Всем привет, меня зовут Юлия Гендина, и вы находитесь на канале, который посвящен интерьерному вязанию. Как я вам уже рассказывала в своем канале в Telegram, я сейчас занимаюсь новогодней интерьерной коллекцией. Что такое интерьерная коллекция? Это набор предметов декора, которыми я буду украшать свой дом. В данном случае это плед, ковер и набор подушек. Все они объединены единой темой – новогодней, рождественской. Соответственно, я использую классические дизайны, подходящие к этой теме. Это олени, зигзаги, сердечки, конечно, колокольчики, снежинки. Все-все-все, что нам хочется увидеть на новогоднем декоре. Сегодня я хочу вместе с вами потренировать центровую мозаику на примере одной из подушек из этой интерьерной новогодней коллекции. Это видео будет полезно тем, кто по-прежнему испытывает трудности при центровой мозаике. Я знаю, с чем они связаны. Часто вы берете очень тонкую пряжу, и вам просто сложно понять, куда вводить крючок. Поэтому рекомендую для тренировки взять пряжу чуть потолще, от 200 до 240 метров в 100 граммах. Кроме того, старайтесь не очень затягивать петли на углах. Впрочем, сейчас мы на практике с вами потренируемся это делать. И еще в этом видео мы с вами расставим крестики, что будет опять же очень полезным навыком для тех, кто пока не умеет вязать по схемам, в которых не расставлены эти самые крестики. В описании к этому видео вы, как обычно, найдете ссылку на схему этого дизайна. Ну а вся коллекция будет доступна уже скоро, когда я все довяжу, все вам покажу, все расскажу, и тогда мы приступим уже к ней в полном объеме. Ну что ж, поехали! Итак, давайте посмотрим на сам элемент. Напомню, это центровая мозаика. Я связала пока такой небольшой квадрат. Это едва ли хватит на подушку 30 на 30. Я думаю, что я еще провяжу часть орнамента. Напомню, что в описании к этому видео вы найдете ссылку на полную схему. Вы сможете связать там подушку или, например, продолжить дальше по этой схеме и связать небольшой плед или ковер. Это будет одна сторона подушки. Я буду вязать ее не складывая конвертом, а прямо вот двумя квадратами сшивными. На одной стороне подушки у меня цвета расположены таким образом, а другая сторона будет инверсивной. То есть основной элемент у меня будет не серым, а белым на сером фоне. Ну и также я другую сторону поддержу красным цветом, потому что он будет единым цветом всей новогодней интерьерной коллекции. Давайте разберем поподробнее саму схему, еще раз обсудим, как на ней расставлять крестики, и дальше попробуем повязать. Для удобства я распечатала фрагмент, вот этот центральный элемент всей схемы. Помните, что в Excel это очень легко сделать. Если вы выделяете на схеме фрагмент, то потом при печати просто нужно в выпадающем меню в правом углу выбрать пункт «Выбранный элемент». И тогда можно крупно распечатать именно тот фрагмент, который нужен. В центровом вязании это как раз очень удобно. Центр отмечен цифрой 0, соответственно, вот отсюда мы начнем вязать. Эта схема симметрична относительно центра. Это значит, что мы сможем повторять все время один и тот же сектор. То есть нам нужны крестики только в верхнем секторе, потому что мы дальше уже будем его повторять. На схеме, которую вы найдете в описании, там уже и крестики, и нумерация рядов, все будет расставлено. Просто сейчас я хочу с вами еще раз пройти эти этапы, чтобы вы чувствовали себя более свободно, когда работаете со схемами, в которых крестиков нет. 0 и первый ряд – это на самом деле волшебное кольцо, то есть 0 – это волшебное кольцо. Первый ряд – это 8 провязанных столбиков в это волшебное кольцо. Если вы посчитаете, сколько клеток у нас черных в этом первом ряду, их будет ровно 8. Соответственно, никакой белой дырки здесь не будет. Мы начинаем сразу с темного цвета и набираем в кольцо 8 столбиков. Цифрами у нас обозначены угловые петли. Соответственно, та петля, которая слева от угла, и та петля, которая опускается вниз справа от угла, это петли, провязанные в угол предыдущего ряда. Отсюда и получается, что в угол предыдущего ряда мы провязываем 1, 2, 3 петли. За счет этого происходит расширение нашего квадратного полотна. Во втором ряду мы просто вяжем столбики без накида, а вот уже в третьем ряду начинается, как я говорю, веселье. Почему? Потому что уже в третьем ряду у нас есть места на схеме, в которых клетки этого цвета опускаются на 3 вниз. Это значит, что здесь мы уже можем провязать столбики с накидом. Это вот эти два места. Соответственно, здесь я ставлю крестики. Куда мы их провязываем? Мы провязываем их в центральные угловые петли нашего первого ряда наборного. В четвертом ряду столбик с накидом у нас уже образуется здесь. Почему?
потому что здесь целых 3 белых клетки. То есть можно опустить столбик с накидом, его есть куда опускать. Он будет опущен во второй ряд, который провязан у нас также светлым цветом. Все остальные здесь столбики будут провязаны уже без накида. 5-й ряд. Смотрим, есть ли где здесь темные клетки, которые опускаются вниз на 3. Нет, поэтому все петли здесь провязаны столбиками без накида. 6-й ряд. Здесь будет у нас первый столбик с накидом, потому что здесь есть 3 клетки, которые опускаются вниз. Здесь и здесь. Смотрим на 7-й ряд. У нас получается вот здесь темная клетка, которая опускается на 3 вниз, значит здесь будет столбик с накидом. Здесь будет столбик с накидом. Здесь и вот здесь. И так далее двигаемся по рядам. Повторю, что схему с крестиками уже проставленными вы найдете в описании к этому видео. Просто хотелось с вами еще раз пройти этот момент. Перейдем к практике. Если мы хотим, чтобы основная фигура была темная, то начинаем мы с темного цвета, в данном случае с темно-красного. Делаем волшебное кольцо. Если базовые элементы даются вам по-прежнему нелегко, помните, что можно пересмотреть мои уроки для новичков. Ну а также не забывайте, что видео можно замедлить, остановить, чтобы еще раз пересмотреть нужные моменты. В начальное кольцо набираем 8 столбиков без накида. Затянули кольцо и соединяем, вводя крючок под обе петли первого столбика. Первый ряд готов. Протягиваем через петлю нить, в данном случае у меня белого цвета. Делаем одну воздушную петлю и в первую же петлю предыдущего ряда вводим крючок в дальнюю стенку. Заодно здесь обвяжу хвостик. И провязываю в эту первую петлю 1 и 2 столбика без накида. В следующую петлю вяжем 1 столбик. В следующую 1, 2, 3. Вот у нас угол будет будущего нашего квадрата. В него провязано 3 столбика, и центральный будет как раз угловым. В следующую петлю 1 столбик. Дальше опять 1, 2, 3. В следующую 1 столбик без накида. В следующую опять угол 1, 2, 3. И последняя петля осталась, в нее провязываем столбик без накида. Первый угол, чтобы он был похож на все остальные, мы должны завершить еще одним столбиком, провязанным прямо в первую петлю. Чтобы здесь тоже было 3 столбика. И соединяем в первую петлю ряда, которая на самом деле является центральной петлей этого угла. Соединили. Возвращаемся к красному цвету. Протягиваем этот цвет через петлю, подтягиваем нить предыдущего цвета. Мы готовы к провязыванию 3-го ряда. В 3-м ряду у нас уже на схеме есть крестики, то есть мы будем вязать столбики с накидом. Как мы и договаривались, мы будем их опускать в центральные петли. Но для начала мы делаем одну воздушную петлю. В центральную петлю предыдущего белого ряда мы провязываем первый столбик. При этом я здесь накидываю на крючок нить противоположного цвета, чтобы спрятать ее в диагональном шве. Дальше туда же вяжем второй столбик. И теперь находим центральную петлю предыдущего красного цвета. Где она? Вот она. Что мы делаем? Делаем накид. Я вот так снизу вверх ввожу крючок в эту центральную петлю и провязываю столбик с накидом. Петля, которая у нас вот эта вот осталась за этим столбиком, ее пропустили.
Дальше столбик без накида, и снова по схеме нам нужно провязать столбик с накидом, теперь уже в центральную петлю второго угла. То есть вот сюда. Провязали. Дошли до угла, в угол вяжем столбик. Давайте посмотрим, что у нас получилось в итоге. Вот у нас две вертикальные полоски, на схеме они тоже есть, и между ними столбик без накида. Справа и слева от этих двух полосок тоже у нас по столбику. Отлично. В углу вяжем еще один столбик и еще один. И таким образом мы оказываемся уже на следующей стороне, и здесь вяжем столбик с накидом опять за ту же самую центральную перемычку. Дальше один столбик без накида. И снова столбик с накидом в центральную перемычку следующего угла. В углу раз, два и 3 столбика без накида, и переходим на следующую сторону. Так вяжем до конца ряда. Довязали ряд почти до конца. Вот я сделала вторую вот эту вертикальную полоску. У меня осталось завершить первый угол, провязав в него столбик без накида и соединить ряд в центральную петлю. Возвращаемся к белому цвету и переходим на четвертый ряд. В четвертом ряду мы видим столбик с накидом в середине. Я связала одну воздушную петлю, ввожу крючок в центральную петлю предыдущего ряда, чтобы провязать туда 2 столбика, первый из которых вот таким образом. Я накидываю нить контрастного цвета, чтобы спрятать ее в шве. Второй столбик туда же. Дальше раз петля, 2 петля. И вот третья, я буду опускать столбик с накидом вот в эту перемычку. Провязала, и оставшийся раз столбик, 2 столбик, и дошли до углового. В углу, как обычно. Раз, 2, 3. Переходим на вторую сторону. Здесь вяжем также 2 столбика без накида. 1 столбик с накидом вот сюда, вот в центр. Снова 2 столбика без накида. И дошли до угла. В углу раз, 2, 3. Вяжем таким образом до конца ряда. Довязали до конца, соединяем. И вот наши 4 ряда готовы. Обязательно сравнивайте то, что у вас получается в полотне, с тем, что вы видите на схеме. Тот ли это рисунок, и если вы видите какое-то несоответствие, значит нужно искать ошибку. Таким образом, вяжем по схеме, и далее, еще раз обращаю ваше внимание, старайтесь не затягивать здесь угловые петли, потому что, во-первых, вам будет тяжело находить потом центровые, в которые опускать столбики с накидом, ну и главное, что если вы будете слишком затягивать при соединении, то у вас эта диагональная линия будет видна, и полотно, возможно, будет немножко деформировано. Поэтому чуть порасслабленнее здесь, чтобы ваши петли были четко видны, чтобы вам было легче вязать. Попробуйте, потренируйтесь. Это хорошая схема для тренировки, потому что она симметричная, не очень сложная. Если вы возьмете пряжу потолще, то как раз все основные навыки центровой мозаики вы сможете отработать. Ждем, пока я закончу мою новогоднюю коллекцию, не терпится вам ее показать и уже начать с вами ее вместе вязать. Приятного вам вязания, будьте здоровы, пока-пока!